Всем привет, с вами Веселая Сварка, и сегодня речь наша пойдет о вот таких вот вентиляторах, вернее о том, как их усовершенствовать. Это вентилятор напольный. Потребляемая мощность максимальная у него 70 Вт при напряжении от 220 до 240 вольт. В чем заключается усовершенствование? Эти вентиляторы собраны вот по такой вот схеме. То есть стоит вот такой вот регулятор, переключатель, вернее, переключатель. Вот один входит, 3 выходит. Что он делает? Он переключает обмотки двигателя. На вот этой схеме все подробно разрисовал. Вот идет, к примеру, нейтральный провод. Вот фазный. 220 вольт. Один у нас провод идет напрямую в двигатель. Второй провод у нас идет через переключатель, который переключает обмотки вентилятора. Вот здесь нулевое положение переключателя. Это означает, что он выключен вообще. И 3 скорости. Первая, вторая и там третья, самая максимальная. Почему я решил переделать эти вентиляторы? Сколько мне попадались вот такого плана вентиляторы, у них скоростя меняются как-то, ну не знаю, мне хотелось бы всегда его переключить на скорость пониже. То есть даже на самой минимальной первой скорости он дует достаточно сильно. И, ну, шумит тоже. Это неудобно, когда, вот особенно в летнее время, ставишь вентилятор, потому что под кондиционером либо продует, либо окна приходится закрывать, а с вентилятором можно открыть окошки и поставить, ну, напротив кровати вентилятор и спокойно уснуть в прохладе. В любом случае, вот даже на минимальной скорости он шумит и дует так, что волосы колышет. Поэтому я пришел к решению его переделывать. Переделывать я буду следующим образом его. Вот такое устройство я заказал и поставил. Сейчас продемонстрирую его работу. Тумблер. Кнопочку поставил. Включаю. Появилась плавная регулировка. Смотрим на показания ваттметра. В самом тихом режиме он потребляет всего каких-то 6 ватт, даже 7, нет, 6,5 вот. Причем лопасти крутятся, он вот с самых минимальных оборотов стартует. Там нет такого, что нужно сначала включить на большие обороты, чтобы он разогнался, иначе не стартанет, просто будет гудеть. Вот сейчас абсолютно никакого шума нет. Ветерок есть. Вот я тут анимометр придумал такой, чтобы оценить его дутье. Конечно, изолента тяжеловатая. Вот максимальная мощность составляет 62,4, 62,5 ватта. Минимальная вот 5,8, 6. Более-менее комфортная, пожалуйста, вот на уровне 25 ватт. Он и особо не жужжит, и не дует. Сейчас я вам нарисую схематически, что я в него добавил. Вот, пока можете подписаться, поставить колокольчики, лайки. Сейчас буду рисовать и покажу в итоге. Разберу, покажу, что я поставил вместо вот такого вот переключателя. Как я уже упоминал, поставил я
Туда регулятор тиристорный, простейший тиристорный регулятор, который, в принципе, можно спаять самому, но еще проще заказать с любого маркетплейса, стоит он копейки. По заявлениям продавцов, его мощность, которую он может регулировать, 1,5 киловатта при напряжении 230 вольт. Там стоит небольшой радиатор, но я сомневаюсь, что 1,5 киловатта он будет без такого-то, ну, скажем, нагрева коммутировать. Можно будет радиатор побольше пришпандорить к нему. Но тем не менее, там детали-то, тиристор, денистор, пару конденсаторов. Что хорошо в этих регуляторах, они подключаются в разрыв. Я сейчас его разберу и покажу вам, как это все реализовано. Хоть коробочка сама имеет вот такой, там не коробочка, там плата, и она является четырехполюсником. То есть как бы должно, по идее, вот сюда два провода входить, два провода выходить. Но если проследить по дорожкам, вот эти вот средние контакты, они просто перемкнуты одной дорожкой, их можно смело исключать и подключать в разрыв, как обычный выключатель. Как обычный выключатель. Давайте разбирать, смотреть. Пока не забыл. Значит, можно их назвать понижающие обмотки, остаются висеть в воздухе, там 3 их, 2. То есть обмотки, которые отвечают за минимальную мощность. Вот. Мы будем использовать обмотку именно с максимальной нагрузкой, чтобы подключить вот этот вот регулятор. Эти просто вот изолируем, оставляем висеть, они нам не мешают, по идее. Разбираем, смотрим. Что мы видим внутри? От радиатора я избавился, потому что он сюда не лез, и он не нужен при такой ничтожной потребляемой мощности. Вот сама плата. Вот уходящий кабель на непосредственно движок. Вот провода. Вот эти вот обмотки, которые мне не нужны, я их просто в термоусадку обул, и все. Они мне не мешаются. Вот у меня входной провод. Вот таким образом я закрепил переменный резистор. Он стоял вертикально, здесь был радиатор. Радиатор я выкинул, резистор вот так вот я согнул, взял пластинку и закрепил. Ручка была в комплекте. Вот. Смотрите, как симпатично получилось. Как заводской. Этот блочок, он вешается сзади. При желании он снимается, там может на проводе болтаться вот так вот. Вот. Как бы так. Обязательно напишите, что вы думаете все об этой конструкции, про ее надежность. Здесь вот видите, еще стоит подстроечный резистор для более точного регулирования скорости. Если вас не устраивает скорость, можно покрутить, настроить. Ну, в принципе, все, схема простейшая, рабочая. Тем не менее, намного увеличила функционал этого вентилятора. И как бы, ну, использование его сделало максимально комфортным. Видос этот актуален. Вот сейчас вот прям как раз снимать его в конце лета, когда уже жара спала. Но тем не менее, все лето я им пользовался нормально. Плюс кондиционером. Так что пишите, делитесь своим мнением на этот счет. Что вы думаете? Как вы, может быть, дорабатывали свои домашние приборы? Мне будет очень, очень интересно обсудить с вами. А на этом все. Всем пока. Спасибо за внимание.